Всем привет. Снимаем контент. Что у нас сегодня будет? Угадываем персонажа по лору. Правильно. Ура. Итак, первый чемпион. Внимательно слушаем. Я буду стараться красиво рассказывать. Давай. В каждой таверне к северу от Фросхельда пьют за его легендарную силу, утверждая, что он вырубил целый дубовый лес всего за ночь и голыми руками снес гору. Браун. Правильно. Откуда знаешь? Или слишком легко? Не, ну я знаю его лор, более-менее. То, что он какой-то там нереально жесткий чувак. Сам по себе. Окей. Следующий. Добрый. Когда-то он был известным проводником и авантюристом, но затем отказался от приключений и стал мирно жить с семьей среди южных кочевых племен, пока однажды его деревню не поглотила бездна. Ой. Варианты вот. Не знаю. Ну, кто-то из бездны, судя по всему. Чогат. Мальцахар. Нет. Ксалин. Да. Какой Чогат, ладно. Следующее интереснее будет. Ну, вы можете общаться между собой, это подумать, Да, подмечать просто моменты. его вариант Чогат был, когда... Дальше. Он родился в империи, которая давно распалась прахом и стерлась из памяти смертных. Он был лейтенантом Железного Ордена, братства, защищавшего королевские владения. Он призрачный гибрид человека и зверя, обреченный вечно охотиться на души живых. Призрачный гибрид. Человека и зверя. Из братства. То есть ему много лет. Трэш. Нет. Нет. Все. А с кем он гибрид трэш? Ну, ребята, гибрид человека и зверя вам должен Вампир? быть. Варик, может быть? Ну, от него. Сейчас вы все варианты сожжете, ребят. У вас все не осталось. Окей. Так, подожди, сейчас нужно подумать. Да. Могу повторить. Давай. Он родился в империи, которая давно распалась прахом и стерлась из памяти смертных. Он был лейтенантом Железного Ордена, братства, защищавшего королевские владения. Он призрачный гибрид человека и зверя, обреченный вечно охотиться на души живых. Окей, ну вообще, типа, Клен вроде немного такой гибрид, но типа он не призрачный, ну, он типа... Может, Ургот? Не ургой просто. Прям вот хорошая фраза, самое главное. Призрачный гибрид человека и зверя. Ну, блин, а кто у нас призрачных где есть? Типа... Я даже не знаю, кто. Вулкан? Он не призрачный. Ну, типа, он не подходит все остальное к нему, кроме того, что он типа обезьяна человеческая. Человеческая обезьяна, и что такое было? Это Вуконг. Какая-нибудь подсказочка, может быть? В LCL играется. И в других лигах тоже сейчас активно в лесу. Как думаешь, может, Хикарим? Может быть. Думаю, да. Ну что, последний вариант. Сейчас Хикарим. Правильно. Якорим получается. Следующее. Ну, призрачный гибрид человек и зверя. Он же призрак единственный, по-моему. Именно такой, именно как Хикарим? человек и зверь. Как человек и зверь, по-моему, единственный. Наверное. Следующее. Он был младшим, нелюбимым сыном императора, и путь к величию был для него закрыт. Однако тысячелетия спустя он переродился, став вознесшимся, существом невиданной силы. Азир. Браво, Кенчик. Да. Откуда знаешь, Лёва? Ну, историю Азира я знаю хорошо. Я вообще знаю много историй. Ну, типа, вообще всех лидеров знаю историю. Окей, следующее. Когда-то он был хранителем множества колдовских секретов, но нечто за гранью жизни и смерти извинило его навечно. Теперь он кормится чужими страданиями, изощренно пытая и ломая смертных. Ну, возможно, трэш был. Возможно. Ну, я думаю, нет. Думаешь, не трэш? Ну, можно вариант. Ну, кинуть. трэша, наверное, Первый. про души было бы что-нибудь. А тут про души ничего вроде не было. Знаешь, не трэш. Защищенно пытает смертных. Был каким-то императором, сыном какого-то императора вроде. Кто это у нас может быть? Не знаю, Джервана можно было бы... Ой, Джервана. Почему сыном императора? Это ты с прошлым путаешь. Да? Может, Райз? Не, Райс не пытает, он хороший парень. Он спасает.
А что, давай еще раз тогда? Когда-то бренд. он был хранителем множества колдовских секретов, но нечто за гранью жизни и смерти изменило его навечно. Теперь он кормится чужими страданиями, изощренно пытая и ломая смертных. Я думаю, это если это не трэш, если откладывать трэша как вариант, то, возможно, это бренд. Ему вроде поменяли там лор когда-то там, в 17-18, и я не знаю его лор новый. Бренд? Ну, давай бренд. Нет? Не бренд. А чего вы от трэша отказались? Ну, про души ничего не было сказано, поэтому думаю, что это не трэш. Ну ладно. Или трэш, скажем, сейчас. А у нас 3 варианта, да? Да. И 2 прослушивания. 2 прослушивания уже были. Ну, это шавки, не знаю. Трэш. Это трэш. Ну, все. Класс. Следующий. И, по-моему, это предпоследний, между прочим. Либо предпоследний, как захотите. Чтобы остаться в живых, она вынуждена была вступить в особый симбиоз. Так жертва стала хищником. Почти Кайс. 10 лет она жила в стороне от 2 миров, делая все, чтобы они пересеклись. Кто был? КС. Откуда знаешь, Левчик? Читал лоры. Ну, везде один ответ. Я думал, мало ли не слышал или еще что-то. Не, ну мне интересно, я читаю. Тогда следующий будет тоже простым для тебя. Его родителями были захвачены в рабство ученые, и сам он был обречен на жизнь в неволе. Мальчик поклялся себе, что не станет всю жизнь гнуть спину и терпеть удары кнута, как остальные рабы. Все усилия он бросил на получение новых знаний, любой ценой и из любых источников. Райс? Нет? Какой райс? Виктор, возможно, какой-нибудь. Но я не знаю, типа, про детство Виктора ничего. Возможно, Джейс. Кто-то из Пилтовара, наверное. Ответ такой неочевидный. Кто-то из Пилтовара? Я не знаю откуда. Мне кажется, нет, Скажи. не из Пилтовера. Может, какой-нибудь зелок? Не, у Зилка... Ну, я не знаю про лор Зилен именно в детстве, вообще без понятия. Я думаю, что это из Шуримы существо. Ну, она, он или оно. Может быть, Зират. Навряд ли, опять же. Ну, тут, типа... Окей, есть ли в игре какой-то маленький мальчик? Типа, ну, вот есть Янечка, да, маленькая девочка. Но маленького мальчика-пацана ведь нет. Как факт. Поэтому это история из какого-то, ну, история какого-то персонажа из его детства. Правильно? Может, Эко? Ну, Толя сказал, что он из Шуримы. Эко не из Шурим. Либо Толя думает, что Эко из Шурим. Я из Пилтовера. А? Я из Пилтовера. Или из Зауна. Из Зауна, да. Ну да. А у нас еще одно прослушивание, да? есть? Да. Давай. Зачитать? Давай, зачитай. Ну, Его это кто-то из родители Шуримы должен быть. были захвачены в рабство ученые. И сам он был обречен на жизнь в неволе. Мальчик поклялся себе, что не станет всю жизнь гнуть спину и терпеть удары кнута, как остальные рабы. Все усилия он бросил на получение новых знаний, любой ценой и из любых источников. Насус. Это не вариант. Это не вариант. Подсказка. Это была подсказка? Нет, я думаю, что подсказывают. Ну ладно. Ты подсказку хочешь дать? Нет, я говорю, что это типа по приколу, А, могла по бы быть приколу, подсказка, было прикольно. Да. Ну, если бы это был нас. Ну смотри, Влад, это навряд ли Рениктон или Насус, потому что они вроде братья, да, были, все такое. Навряд ли Зират, потому что Зират вроде там в королевской семье кто-то был, ну там это Азир, вот эта королевская семья, понял, все это. Поэтому навряд ли это Зират. Кто еще у нас есть из Шуримы? Скарн. Скарнер. Ну да, наверное, у Скарнера родители были ученые, его били кнутом. Скорее всего, так. Ну что, сканер? Нет, не Скарнер. Там не так много вариантов. Ну да. Значит, ну, между кем вы выбираете? Между Насусом, Рениктоном, Зиратом и... и все получается. Ну вот. Кто-то из 3 получается. И у Это вас так? 2 варианта есть. А не знаю, больше никого нет, по-моему, из Шурима. Да, ну мне кажется, Зирата до тройнем? хрена там народу. Ты хочешь Зирата? Давай Зират. Зират. Правильно, это Зират. Хотите последний? Да. Последний тогда.
Нюх на сокровища приводил его в затерянные города и загадочные храмы, которые для университетских профессоров были лишь точками на карте. Слава его росла, и у него родилась новая идея. Если он прославится так, величайший искатель приключений в мире, то пропавшие родители-археологи наверняка услышат о нем и отыщут его сами. Знаешь, кто это? Нет. Я, кажется, знаю. Это зря. Правильно. Фоск. Что, босс, не было догадок? Нет. Все? Спасибо, ребят. Всем пока. Мы, по-моему, все угадали, да? А вроде нет. Ну, всем спасибо.